Всем привет, дорогие друзья! Если вы вдруг увидите, что камера качается, или... Ой, ну ты хоть в камеру-то... Вот об этом я говорю. Итак, день третий ежедневного бритья. Давайте, наверное, с самого начала новости. Наверняка вы все ждете, что я вам сегодня что-то скажу, а я вам скажу, молчать не буду. Первое и самое важное, да, были на производстве, да, есть очень большой шанс, что со следующей недели все запустится, и да, есть шанс, что до Нового года мы что-то получим. Производитель говорит, что в принципе может успеть до 25-го. Я к этому отношусь 50 на 50, потому что предновогодние дела, я не первый день на свете живу, я знаю, как они могут повлиять на все это, поэтому, знаете, предлагаю отнестись к этому с пониманием. То есть будет? Хорошо. Нет, да нет, так и суда нет. А что же может быть? Могут быть станки, ребята, в новой версии, которую я вам смогу показать на следующей неделе, в понедельник, вторник, среду, как только она выйдет из-под руки мастеров, потому что раньше они, скорее всего, не смогут ее изготовить. Но теперь мне нужен ваш совет. Потому что появилась одна идея. На сегодняшний день самые недорогие финишки, которые в принципе существуют, это пескоструйка и голтовка. Все, что будет после этого, то есть зеркало, сатинирование, матирование, это все дороже. Но все забыли про самое-самое-самое-самое недорогое покрытие, финишку. Это просто ее не делать. Вышла из-под резца, и нате вам, пожалуйста. Как это выглядит, я вам покажу. Давайте рассмотрим более детально. По верхней плите принято решение доработать толщину без ущерба, чтобы не было люфта вот этих вот центрирующих шпеньков. Резьба, естественно, будет оформлена более культурно. Это я сам обрезал, а там все будет фасочка под 45 градусов, все как положено. Но следы от фрезы, это вот как есть, производство пришло, вот так вот оно и есть. Это не пескоструйки, ничего, не голтовки, вот так вот. С этой стороны. Тоже из-под станка, тоже никаких обработок сделано не было. Здесь тоже следы от фрезы. С этой стороны. Вот, вероятно, видите, да? Тут по металлу где-то провел. Но это от культуры обращения, конечно, зависит. Я с металлом таскал в металлическом цеху, и вот не уберег. Нижняя плита. Что будет сделано по ней? Во-первых, эти пазы будут не сквозные, они будут спрятаны. Следующее, как вы просили, плита будет удлинена. Пеноотводящие центральные уберем и увеличим длину пеноотводящих, но без ущерба для жесткости конструктива. Плюс ко всему, на 1/10 они будут увеличены в эту сторону, чтобы улучшить пеноотведение. С этой стороны будет ровный монолит, ровная поверхность. Центрально вот этого вот пропила под ручку не будет, будет просто отверстие, края будут собраны под фасочку 45 градусов. Здесь вот этого зубчика, как его назвать, его не будет, здесь будет просто с торца, если посмотреть, будет радиус. Аккуратненький. Но это вот следы после фрезы, как сразу после станка. Никакой обработки, ни пескоструйки, ни голтовки. Но даже если она будет, она улучшит внешний вид, но от металлических царапок она, конечно же, не убережет. Да ничто не убережет. Поцарапать можно и пескоструйку, и голтовку, и зеркало, и все на свете можно поцарапать. Даже хрустальное можно сломать. И здесь. Помимо станка будет заказано 50 дополнительных голов, помимо станка будет заказано 50 подставок.
Естественно, с логотипом и с названием канала. Плюс ко всему еще будет заказано 4 разных вида ручек, которые я ни в коем образе не претендую на авторство и не заказывал. Ну, в смысле, кто бы их кто-то разработал. Ребята, я их элементарно содрал в интернете. Содрал те, которые мне нравятся. Какие? Ну, вот смотрите. Что я вам могу обещать, это качество и приятную цену. Сколько будут стоить точно, я вам не скажу, но все они будут стоимостью до 1500 рублей за ручку. Это я пока могу сказать точно. Ни одной дороже 1500 не будет. Как бы я того не хотел, хотя прекрасно сознаю, что некоторые из них можно продавать и за 2, и за 2,5. Прежде чем перейти к финишной теме стоимости станка, я хотел бы ответить одному человеку, который по 314 видео оставил свой комментарий. Его зовут Алекс Антонов. Его комментарий меня вначале озадачил. Просто хотелось ему ответить: Алекс, есть люди, которые говорят, есть люди, которые делают. Вот. Я решил, что я буду делать. Вот и все. Но второй его комментарий, честно сказать, меня вначале разозлил, а потом рассмешил. Я понял, что человек не в теме совершенно. Это человек, который постоянно бреется опасной бритвой клинковой. И плюс человек, который знает о Т-обратных станках, ну, пожалуй, не больше, чем новичок, который приходит в тему и задает вопрос: а что мне взять? Потому что подобные утверждения от человека, который давно в теме, ну, они просто невозможны. Ну, а со слов Алекса, как он себя называет, в Т-обратных станках давным-давно все придумано, и если подвергнуть это изделие инженерному анализу, то выяснится, что конструкция этого станка, она в принципе влияет на бритье точно так же, как цвет ручки опасной бритвы. То есть, как это может сказать человек, который бреется Т-обратным станком? Ну, а в завершении вишенка на торт. Вот это, вот, знаете, уничтожительная тяпка, которая когда-то, давным-давно, только-только входя в тему, я очень часто встречал на форуме «Опасная бритва». Ну, для меня все стало ясно. Основной мотив человека просто высказаться, потому что все те вопросы, которые он там задавал, он, собственно, сам же на них и отвечал. Он уже знал ответ. Мол, типа, парень, зачем ты лезешь, конкурировать с ними не сможешь, ни по качеству, ни по цене, а делать что-то такое и выставлять по такой же цене, как, скажем так, фирменное, ну, зачем это надо? Ну, короче, козе понятно, зачем ты это делаешь. Тупо сколотить бабосов. Так вот, Алекс, я тебе скажу, что нет, не тупо. Ты, конечно же, не в теме, ты, конечно же, не в курсе. Но я тебе открою секрет. Нержавеющих станков в России раз, два и по пальцам. Если кто-то и делал, то только для себя любимого или для друзей под заказ. Мелкосерийное, серийное или крупносерийное производство в России не существовало никогда. А послушать тебя и такие, как ты, ну, так и не надо этого делать. Зачем? Есть же вон там, за бугром, эти, как их, фирменные. Открою тебе секрет. Многие артизаны, которые начинали с этих станков, и Icon, и Timeless, и те же самые Ebuff T, это все начиналось с артизанов. Все с них, любимых, родимых. И что они делают сейчас? Их уже считают, как и эти, фирменные. Так что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А в довершении укажу тебе еще на одну твою ошибку. Потому что те станки, которые я собираюсь выпустить, мы с Евгением, с моим партнером собираемся выпустить, они будут стоимостью 3900 рублей. А вот теперь садись за Google и поищи мне нормальное фирменное изделие, которое будет стоить, если не столько же, то хотя бы чуть-чуть дешевле. Я думаю, что ты не найдешь. Знаю ли я о нержавеющих станках за 20, 25, 30 баксов? Да, знаю. Да, знаю. Но, ребята, если хотите, я вам такие же сделаю, еще дешевле. Но понравятся ли они вам? Я думаю, что нет. Есть много способов, как сократить расходы на это производство, но всегда есть баланс. Не уйти в минуса, не уйти в кишкотню, ту, которая не будет уже приносить радости человеку. Поэтому станок, старт из нержавеющей 304 стали стоимостью 3900 рублей от всей души
надеюсь, что появится до Нового года в продаже. Это будет еще один подарок, как мне, так надеюсь и вам, и на Новый год, и прочее, прочее. Ну а то, что у вас скоро уже будет почти 30 тысяч, ну, это уже дополнительная прияточка, так сказать. Ну что, вступительная часть закончилась. Давайте, наверное, уже к основной части. Наслушался вас, насмотрелся, сегодня будут. Первое основное лезвие физер, но я наглостью набрался и поставил сегодня настоящий японский, ну как настоящий, тот, который выпускают для Японии, то есть там он продается, который мне прислал Урмас, и вот сегодня новенькая канолевая поставил в один из станков. А во втором станке, читая ваши комментарии, конечно же, я поставил рапиру. Но рапира не простая, рапира, ребята, настоящая. Обратите внимание, если у вас на пачке белое полотно и штрих-код, есть очень сильные такие аргументы считать, что это настоящая рапира. Как только у вас беленькая маленькая квадратная кошка и общая часть в основном серая, и на этой беленькой там будет стоять штрих-код. Ребята, очень сильная подозра, что вам подсунули или новодел, я не знаю, может сейчас так делают, но я такие попробовал, как какашка еще та, не берите, не понравится стопудово. Ну, по помазку у нас будет старый добрый Волфикс, давно его сегодня не выгуливали. Ну а что до мыла, то дядя Федор, спасибо ему огромное, его ручки всегда помогали, и в том числе и в этих обзорах. Ну а плюс ко всему я от него получил сегодня посылку, и он прислал мыло. Мыло от Фениксов, которое называется Boreals Shaving Soap. Boreals. Он сказал: Вадим, попробуй, как раз твоему автошейву пойдет. Ну, я таки да, думаю, что это оно и есть, созвучное. Ну а теперь что тянуть? Хватит разговаривать, давайте бриться. Дядя Федор, я не знаю, смотришь ты, не смотришь, но я давно тебе хотел сказать не просто так в письме спасибо, а вообще вот так вот, просто вот так, как я говорю со всеми. Огромное тебе спасибо. Огромное тебе спасибо за то, что ты делал не только для людей, но и для меня тоже. Потому что твои ручки, они всегда помогали, они всегда нравились и всегда были душевные. Чувствовал, что делает человек не сторонний какой-то, а который действительно в свое дело вкладывает частичку души. Ну и, как бы тебе сказать-то, ну если ты не против, конечно, если будет твой одобрямс, то вот завтра будет последнее бритье, и вот эту опытную голову старта, ручку не буду тебе отсылать, ты себе ручку сам сделаешь. Да у тебя этих ручек, наверное, как у дурака махорки. Так вот, эту голову прям с обзора я хотел бы отослать тебе, чтобы ты сам попробовал, сам посмотрел. Ну и в качестве спасибо тоже, конечно. Вот если не против, я так и сделаю, тебе зашлю. А вторую голову я отошлю Игорю с Юганской. Тоже не просто так, ребята. Потому что, когда было смутное время, когда было вот это вот непонимание, а что делать, а как делать, а может быть вот так, вот может быть вот так. И вот с Игорем списались. И Игорь говорит: а можешь делать 3D копию? Ну, в смысле 3D образец. Он говорит: да запросто. Не отказал. Просто вот так вот взял, подорвался, сделал и выслал. Это еще раз подтверждает, что есть люди, которые говорят и ни хера не делают. Только вот бу-бу-бу-бу, вот это бла-бла-бла. А есть люди, которые не только говорят, но и делают. Вот так просто. Так вот, Игореха, тебе тоже хочу эту голову отослать, пускай она будет. Но я тебе это уже сказал, я это специально говорю в видео, потому что вдруг кто-нибудь спросит: Вадим, а вот там еще голова. Нет, ребята, третья голова есть, но она уже у Дениса Диденко. Это тот самый наш, который мы с ним там, столько начертили уже, но это пока тайна. То, что начертили, от всей души надеюсь, что вы узнаете уже в новом году. Уже там в январе, если повезет. Не повезет, так в феврале. Ну все, пришейф. Да, елочка. Конечно же, отличается от дежавю, но сам по себе запах хорош. Хорош, однозначно хорош. В нем больше елочного, чем новогоднего. У меня там еще новогодняя нота попряталась где-то. А здесь просто, вот знаете, такой хороший сосновый бор, хороший сосновый ель. Что сказал, сам-то понял. Хороший сосновый дух, вот такой вот какой-то. Разволновался настолько, что что-то разошелся. Что-то вот действительно вот эта речь Алекса так зацепила, что
что даже забыл вам показать, что раздражения, собственно, нету нифига. 2 дня подряд. Сегодня 3-й. Физером. А раздражения нету. Приятно. Забыл вот выписать имя. Ты прости меня, пожалуйста. Один человек спросил: Вадим, а как ты сравнивать-то будешь, если ты каждый день не бреешься, даром-даром? Ребят, скажу, 4-5 лет назад, когда я только-только еще метался, как многие из вас сейчас мечутся, а что брать, а 34-й, а 89-й, Айкон, блин, такой станок, а вот этого, нет, ты что, Айкон дорогой, ну его нафиг, не-не-не, а вот что подешевле, Виши, блин, недорогой, такой соблазн его взять. И, короче, вот когда вот эти все сомнения раздирали, я все-таки начал с 89-й, и тогда у меня жизнь сложилась так, что мне нужно было бриться каждый день. Ребята, чтобы вы знали, что у меня было. Вот, короче, как только побрился, после первого раза сразу же на следующий день, я уже знал, что завтра мне будет пипец. Потому что здесь такой испанский воротник был. А на следующее утро все мои подозрения подтвердились, потому что у меня вот эта краснота чуть-чуть спала, но вместо этого, знаете, как ожоги такие вот появились. И да не то чтобы бриться, уже в 3-й раз желания не было. То есть я вот 2 раза подряд побрился 89-й головой. По-моему, тогда то ли рапира было, то ли дерби, что-то такое. Да, даже думать об этом не хотелось. Это не единственный случай, когда я пробовал всем этим заниматься. И честно вам скажу, не нахваливая старт, но что на сегодняшний день, я вот даже не знаю. Вот если не его, то кого бы я предложил на эту роль? Ну, Роквелл. Роквелл 3-я, 4-я плита, да, несомненно. 34-й. Я знаю, что вот сейчас скажи что-нибудь против Эдич 34, Антоха меня тут тапками засыпет. Ну да. Потому что Антону он чрезвычайно нравится. Но за себя могу сказать, ребята, мне он нравится тоже внешностью, фактурой, все, но он меня не пробривает. Не пробривает. Сразу же с 89-й я ушел на 34-ю, в конце концов и 34-ю другу подарил, потому что он меня не бреет. А друг от него аж кипятком брызгает во все стороны, говорит, не, я тебе его не отдам. Я его на обзор кое-как выклинчил, и то потом он у меня его забрал. Вот так он ему нравится. Так что Антона я вполне себе понимаю. 37-й сланг, ну да, может быть. Ну, по каким-то таким непонятным для меня звездам на небе. Почему-то в народе сланты, все сланты, стоят в исключительном положении. То есть особой популярностью не пользуются, но все о них говорят, и все говорят, о, слант. А по продажам, кого не спроси, слант, ну, не на первом месте, это не лидер. А кого еще можно воткнуть так, чтобы ты брился каждый день, и у тебя не было раздражения? Ну вот я вот посоветовать не могу. Наверняка вы в комментариях что-то накидаете. Вот, ребята, накидайте, пожалуйста. Но вот та вот фигня, с которой я сейчас столкнулся сам, лично за себя говорю, что я бреюсь вот уже сейчас, буду 3-й раз подряд, и все еще живой, все еще нет испанского воротника. Вот, кстати, подсело все, смотрите, где оно, раздражение ее, а нету нифига. Вот пока я вот больше ничего сказать не могу. За все мягкие станки, виши и прочее. Не, ребят, говорить не буду. Потому что, не мой случай, не мое пальто. Они меня не пробреют. Меня начинают приборывать от 89-й и выше. А 89-я, хоть она и стоит в официальной таблице на одной полочке с 34-м и имеет значение 3,5, я бы ее поставил где-то ближе к 6-ке, 5,5, 6, вот так. Вот так на меня, по крайней мере, она оказывает воздействие. Кому-то, возможно, по-другому. Для меня так. Для меня он гораздо агрессивнее, чем HG34. А HG34 я бы на 3,5 так и оставил. Да, для меня вполне он так и канает. Дядя Федор. Зацени. Вообще красота. Блин, вот это подгон. Вот это прям шикарно. Физер. На этот раз японский, канолевый, новый, только что с пачки уже в 3-й раз.
Ребята, у меня к вам еще одна просьба. Вы когда будете писать, если будете, конечно, у кого какой станок на постоянке, то будь ласка, наверняка из вас каждый помнит тот момент, когда вот вы не брились, а потом вам надо на постоянке, и вы начинаете этим станком бриться на постоянке, то есть у вас период привыкания идет, у кого больше, у кого меньше, ну в основном это где-то там 7, 10, 12 дней, то первые дни, первые 3-4 дня, вот как ваша кожа откликалась на то, что вы с ней делали. Насколько это отличалось от того, что вы сейчас видите, в худшую или в лучшую сторону, вот это тоже интересно. Потому что, ну, это по сути-то, это и есть работа станка, это воздействие. Это Алекс Антонов думает, что станки это так, думал, плюнул, пошел. Но мы-то с вами знаем. Он, видимо, вот за это вообще не в курсе совершенно. Блин. Прошу прощения. Если моя шкурка и сегодня выдержит третий раз физер, я думаю, что завтра пущусь во все тяжкие. И физер уберу уже нафиг. И так понятно, что 3 дня подряд физер держит, что еще. Ну все нормально. То завтра, наверное, оторвусь. В один станок, вот у меня прямо сейчас есть желание воткнуть дерби. Второй вариант у меня был спутник. Но тут меня, знаете, как вот разрывает спутник или персона. Спутник или персона. А возможно какой-то другой вариант. Вот то, что вот дерби хочется, это вот прям хочется. А вот какой второй, вот что вы думаете, вот что бы вы поставили? Что бы выбрали? Или персону, или спутник? Вот что выберете, то и будем. Будем испытывать. Во второй поставим, да и все. Мыло реально зачетное. Запаховая составляющая просто приятно. Она не может быть неприятна простому русскому человеку, потому что мы на этом воздухе выросли. Это наш. Ну вот смотрите, даже при этих стоках в принципе-то собрал изрядно. И все, и промылось. Поэтому после увеличения, я думаю, картина еще больше будет. Но с другой стороны, я не считаю, что зря это делаем. Вообще вопросов не будет. Это же уверенность в чем-то, что это будет хорошо, это же только здорово. Поймал себя на мысли, что хочу выскоблиться.
одна коцка есть, вторая, новое лезвие. Вот, то есть вот третий раз физер уже, то ли я поторопился, то ли новое лезвие, то ли шкурка уже как бы так намякивает. Вот еще одна коцка. Но это я против шерсти выскабливал. Это, друг, остановись, ну его нафиг. Вы обратили внимание, что Вулфикс-то просто работает, уже который раз нашел, он просто работает и все. Итак, рапира. Так, височек. Ну, в принципе, на удивление бархатно. Не буду загадывать, посмотрим, что дальше будет. Жилет Professional первый проход тоже бархатно давал. А потом вот здесь вот как раздербанил. Кстати, единственное лезвие, которое вот здесь вот мне поставило 3 коцки подряд. Ну, в смысле, это было на второй день бритья, по-моему. Или на первый, когда там это было. Что-то про добривки не сказал. Но вот здесь бы я, наверное, да. Еще разочек бы прошел. Ну ладно. Ребята, чтобы в конце не занимать время, скажу, что мыло великолепное. Прям шикарное мыло. Ну все, ребят. Не жалел, поскоблил. Сейчас компресс сделаем и посмотрим, что у нас там на шее образовалось.
Ну вот сегодня, пожалуй, благодаря японскому фидеру, я уже что-то такое почувствовал. И несмотря полное отсутствие каких-либо ожиданий, не ждал, совершенно не ждал, рапира себя показала, ну, даже интереснее, чем фидер. А с другой стороны, может, это не удивительно, потому что рапира это все-таки не настолько остра, как физер, а 3 дня подряд по одному месту физером скоблить, это как бы да, но и в завершении еще и новое поставил. Вот хватило ума, да? Нет, чтобы тем, которое было, но и скоблился потихонечку, что он. Я знаю людей, которые физером по 7 раз бреются и ничего, а тут их 4 раза и решил поменять. Поменял, ну вот и схлопотал. Так, автошейф. Ну, уже начинаю узнавать брата Колю. Уже больше на мое похоже. По идее, вот еще чуть-чуть и поорать бы можно было бы. Хорошо. Действительно с мылом созвучно. Ребята, если у вас будет у кого-то оказия и возможность, и там все будет срастаться, не пожалеете, если возьмете это мыло. На самом деле классно. О, и созвучно с дежавю, созвучно, правда. Та же нотка смоленистости, вот именно смолы, вот этой сосновой, пиктовой, кедровой, вот этой вот она чувствуется. По факту, сегодня 3-й день ежедневного бритья, имеем то, что имеем. С этой стороны у нас первый раз было какое-то другое лезвие, потом на постоянку здесь физер, все время физер, физер, физер. Вот она, эта сторона. Несмотря на то, что сегодня все-таки пару-тройку коцок новым физером поставил, ну, вот раньше, если бы не было каких-то испытаний, я вот особого внимания на это бы не обратил, потому что у меня частенько такое бывает. Сегодня же вот 3-й день постоянного бритья, ежедневного. С этой стороны картина примерно та же самая, но коцок было гораздо меньше, всего одна я вот здесь вот успел заметить. И в бритье рапира на старте мне как-то, знаете, даже покомфортнее показалось. Она, ну, не такая, вот такая. Ну, новое лезвие при ежедневном бритье, вот сейчас вот я, конечно, пожалел, что поставил, не надо было этого делать, но что сделано, то сделано. Итак, подходит к концу 3-й день ежедневного бритья стартом. Картина вот она. Завтра будет 4-й, последний день. Постараюсь, прежде чем начать бритье, но все-таки показать вам, что там на лице. Ну и в завершении, ребят, отвечая как-то косвенно все-таки еще раз на то, что написал Алекс Антонов, хочу сказать, ребята, я не хочу ни с кем конкурировать. С самого начала я очень благодарен, что Евгений не отвернулся, поддержал меня во всех этих начинаниях, подставил плечо во всех смыслах. И сейчас вдвоем мы с ним впряглись в этот гуш. Каким-то профессионалам, каким-то этим фирменным ребятам, кому-то там еще. Ни в коем случае даже мысли не было какие-то конкуренции составить. Мы просто решили делать то, что вот мы сейчас делаем. Для чего? Я помню себя 5-летнего назад, как я пялился, слюни пускал на Айкон. Помню, не забыл. Также я знаю, что много-много-много-много людей всегда стремились получить в руки нержавый станок, но всегда их останавливало то, что как бы они стоят-то не 3 копейки. Ну а тут 3900. Много это или мало? Ну, я считаю, что немного. Потому что за эту сумму взять что-то более-менее такое, которое тебе прослужит не год, не 5, не 10, не 20, не 35, да, ну, нержавый, но это практически вечный станок. Вот то, что мы хотели, мы сделали. Ну а если получится, все то, что номинировал, станки, подставки, головы в продажу, 4 вида ручек, ну вот это все перед Новым годом может и появиться, естественно, на канале. К этому времени уже появится наш магазин Home Like Shaving, о котором я не говорил, но в принципе уже пора его, наверное, в подписи под видео писать, чтобы люди хоть потихонечку привыкали.
на нашем ресурсе ничего кроме нашего не будет. Это не будет обычный магазин, вот в обычном понимании этого слова, где там вот всего навалом. Там будет только то, что выпускаем мы у себя на канале вдвоем. Вот. Ну что ж, до завтра. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и берегите себя. И скоро Новый год. Начинаем готовиться. Потому что протянете маленечко, потом пойдете, а там, а вам это надо. Сейчас уже там шампусика, все как надо. Я вот знаю, что в Питере одному очень такому знающему, хорошему человеку, там уже 10 литров подогнали. Да-да-да, про тебя я имею в виду, Александр. Так что, ребята, не теряйте время попусту. Может оказаться так, что вам его не хватит. Кому сколько? Кому час, кому полчаса, кому 5 минут, кому минуты, кому секунды. Но не хватит, не теряйте, ребята. Делайте все вовремя. Ну все, пока, до встречи, до завтра.